Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю, неделя с 8 по 14 декабря. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает. Какие карты вам сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет и к чему вам нужно быть готовыми на следующей неделе. Расклад я делаю по дням, то есть на каждый день недели мы выложим по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды. И посмотрим, что у нас из этого получится, какие карты вам выпадут сегодня. Напоминаю, что вы можете подписаться на YouTube канал мой, можете оставить лайк, сообщение, все что угодно. Любая активность с вашей стороны приветствуется, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим, раки, что же вас ожидает на следующей неделе. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, раки, первая карта, и карта сила здесь у вас, да, возможность на кого-то влиять, возможность оказывать на кого-то воздействие. Может быть, это огненный знак, даже здесь есть, собственно, очень много огненных знаков. Лев, Овен, Стрелец могут иметь место. Но здесь желание как будто бы не силой действовать, а возможностью убеждать, возможностью уговаривать, возможностью проявлять какое-то воздействие, влияние на этого человека, человека, который чувствует с вами определенную связь, может быть, доверительные отношения какие-то у вас уже сложились, собственно, да, и этот человек может быть более импульсивным, чем вы, более таким, как сказать, не то чтобы самовлюбленным, но более энергичным, более резким, да, более экспрессивным, впадать в какие-то крайности, но вы умеете как-то урегулировать, собственно, его и успокаивать его вот этой своей возможностью убеждать, возможностью уговаривать. Возможно, собственно, здесь такое будет значение иметь. Это карта сила. Также здесь карта влюбленная в самом начале, которая показывает, что для вас важны будут отношения в паре. Это могут быть отношения в союзе с близким человеком, любимым, либо с своим партнером, компаньоном на работе. То есть это в любом случае парные отношения. Карта влюбленная, она в целом показывает также еще и необходимость принять решение, сделать выбор в этой ситуации. Как лучше поступить, как лучше действовать. Карта влюбленная. Как в этом случае правильнее было бы поступить, возможно, так. Но вам хочется здесь доверительных отношений, вам хочется здесь хороших отношений с окружающими. Собственно, и вы стараетесь здесь решения принимать, исходя из того, как чувствует ваше сердце. Давайте посмотрим на карту влюбленная для раков. Почему выпала эта карта? Карта шестерка кубков. Здесь для вас важное значение может иметь общение с кем-то из вашей семьи, из ваших близких, шестерка кубков, ваших детей или, не знаю, ваших родственников в целом. Шестерка кубков может также напоминать о ком-то из вашего прошлого. Может быть, кто-то, с кем вы расстались, но этот человек может напомнить о себе, допустим. Поэтому шестерка кубков как будто бы дать вам возможность выбора. Здесь может быть по шестерке мечей, которая внизу колоды, как шанс перемен, каких-то изменений, которые могут быть с этим человеком, к которому вы сильно привязаны. Шестерка мечей, вы интересуетесь тем, что происходит, допустим, у этого человека, и вам интересно, вы проявляете любопытство и понимаете, что у вас еще есть шанс, возможность, да, это на удачу таких перемен, осуществления этих перемен. Давайте посмотрим дальше на королеву Пентаклей. Королева Пентаклей, земной знак, это девы, тельцы или козероги. Возможно, общение с земным знаком. Я уже говорила, может иметь место огненный знак, но также земных много стихий. Значит, может быть и земной знак. Девы, тельцы или козероги. Королева Пентаклей. Для вас важны также могут быть какие-то финансовые вопросы или финансовые задачи в этот день. Раки, может быть, вы заняты работой, проявляете много трудолюбия в каком-то деле, да, в какой-то работе, которая приносит вам деньги. Так, поэтому королева Пентаклей. Королева Пентаклей. Карта восьмерка мечей. Много по этому поводу переживаний. Опять-таки,
как будто бы хочется сердечности, верности, постоянства. Но 8 мечей. Думаете, что много на вашем пути препятствий, есть какие-то убеждения, что не получится, не смогу, не сделаю. Но при этом тут же карта сила показывает, что вам не надо терять надежды. И у вас есть очень много на самом деле своей внутренней духовной силы и какой-то вот этой связи, которую я уже говорила на этой колоде, есть, да, на дне колоды. Связи, которая есть, допустим, с важным для вас человеком, когда вы сможете наладить отношения, восстановить какие-то нарушенные связи, 9 пентаклей, добиться успеха в этих отношениях. Поэтому здесь нужно постараться, по крайней мере, не терять такого настроя. Это больше накручивание себя и переживания, которые у вас есть. Либо переживания из-за финансов, накручивание, что что-то не получится там заработать денег, не получится выполнить какую-то работу. У вас для этого достаточно сил, достаточно ресурсов. Карта принц пентаклей или рыцарь пентаклей, земной знак, снова таки это девы, тельцы, козероги. Либо общение с таким человеком, либо вы по принцу пентаклей должны не торопиться, не спешить, дать возможность событиям двигаться так, как они происходят, как они проистекают, то есть не торопить события. Принц пентаклей, он такой неспешный, терпеливый и верящий в удачность мероприятия, в надежность мероприятия. Поэтому вам нужно, по крайней мере, таким образом себя настроить. Здесь могут быть и какие-то запланированные ваши поездки, запланированные действия, когда что-то происходит, потому что должно было произойти, не что-то спонтанное, да, что-то такое вот взвешенное, продуманное. Принц пентаклей. Итак, раки на среду. Что здесь еще у вас происходит? У вас здесь есть снова-таки карта сила, которая активно показывает, что у вас достаточно сил, достаточно уверенности в себе, чтобы решить какую-то проблему, найти выход из какой-то ситуации. И вам нужно не терять такого настроя, вам нужно верить в свои силы, в свои возможности и идти к своей цели медленно, неспешно, но делать то, что вы делаете, потому что это ведет вас к успеху. Возможно, здесь благодаря этому рыцарю пентаклей, терпеливому такому подходу, собственно, и какому-то доверительному отношению, которое вы выстраиваете с окружающими, и вот этому такому спокойному подходу в общении с окружающими добиваться решения каких-то проблем. Дальше 7 мечей, хитрость, с которой вы можете столкнуться в четверг. Возможно, какая-то новость, которая от вас утаивается, здесь выйдет на свет, потому что еще есть и верховная жрица, как тайны, секреты. То есть в конце недели что-то становится явным, что-то, что было скрытое. 7 мечей показывает, что вы в чем-то могли заниматься самообманом, то есть что-то могли себе надумывать, чего нет на самом деле, как-то приукрашать действительность, либо сталкиваетесь с чьим-то приукрашением действительности, с чьим-то предательством или с какой-то хитростью со стороны другого человека, вас может расстроить то, что что-то не так, как вы себе захотели, как вы себе спланировали, и вами это восприниматься может как провал, что не так думалось, да, не так желалось, как здесь происходит, собственно, в четверг. 7 мечей. Давайте посмотрим. Дополнение у вас 7 жезлов, когда вам нужно будет приложить определенные усилия по 7 жезлов. 7 жезлов и не обращать внимания на какие-то проблемы, на какие-то хитрости, на какие-то палки в колеса, которые вам могут ставить окружающие. Постараться быть очень стойкими к критике, постараться быть стойкими к каким-то недоброжелателям, может быть, по 2 жезлов, и сохранять партнерские, дружеские, любовные отношения, то есть ценить, дорожить ими и постараться здесь не впадать в какую-то панику по поводу того, что 7 мечей здесь показывает, да, возможно, предательство. Но давайте все-таки подумаем, не знаю, 7 мечей, 7 жезлов может показывать и хитрость, предательство, которое вызовет у вас много негатива, много какой-то даже как не то чтобы агрессии, да, но вот желание решить эту проблему, желание разобраться с обманщиком или с тем, кто не прав, кто нечестно с вами поступает в данном случае. Карта Верховная Жрица здесь тоже приблизительно тоже значение, но она все-таки говорит о том, что вам хочется поступить мудро в происходящем этом всем, поступить благоразумно. Верховная Жрица. Поступить благоразумно. И карта Император. Карта Страшный суд по справедливости. Поступить благоразумно, поступить
по императору как лидер, как человек авторитетный, который принимать может взвешенные, разумные решения. Также вы можете здесь как узнать какой-то секрет, который опять-таки как выйдет на поверхность, страшный суд, как возродится, когда что-то поднимется из прошлого, напомнит о себе какие-то былые секреты или тайны, или события, которые снова напомнят о себе. Это может касаться вот такого императора. Император — мужская карта, да, может быть, человека знака Овен, карта страшный суд с правосудием, то есть это требует выяснения отношений. Здесь еще Тельца карта, да, императрица, то есть император, императрица — это парные отношения, там у нас до этого была двойка кубков, отношения в паре, что-то нечестное происходит, что-то требующее решения, требующее обсуждения, требующее мужественности и стойкости, мудрости в принятии решений, терпеливости, но поднимается наружу какой-то вопрос, какая-то ситуация, которая требует обсуждения, и она не совсем приятная, пятерка кубков, потому что по поводу нее возникали разногласия. Страшный суд поднимается как на поверхность, наружу, как выкапывается старая проблема, которую нужно решить. Дальше идет двойка жезлов, карта, которая здесь о нерешительности и прощупывании почвы тоже. Как поступить, как сделать двойка жезлов. Мол, не знаю, как лучше. Рассматриваете варианты, интересуетесь, думаете о том, как лучше здесь поступить, потому что есть несколько возможностей, и вы интересуетесь этими возможностями, которые здесь могут вам выпасть. И карта рыцаря жезлов. Да, снова у нас и семерка жезлов. Снова как на огненная стихия. Я говорила, или земной, или огненный знак может иметь значение. Лев, Овен или Стрелец. Необходимость принять решение, интерес, который вы проявляете в том, какое решение лучше принять. Это решение может касаться и каких-то дел ваших, каких-то каждодневных задач, но опять-таки вы боитесь быть обманутыми или этим человеком, собственно, да, боитесь быть обманутыми, боитесь по семерке мечей попасть в какую-то ситуацию, где кто-то будет нечестен с вами, пятерка мечей, где вы потерпите поражение, неудачу или потеряете что-то, потому что кто-то несправедлив, нечестен. Да? Но тем не менее, думаю, что так события развиваются в лучшую сторону. То есть так должно происходить. Это то, что вот по колесу фортуны дальше оно идет. Это то, что нельзя избежать. То есть так должно было произойти. Карта шестерка пентаклей, карта желание помочь другим людям или возможность получить от них какую-то помощь, подарок, поддержку, совет, в конце концов. Также вы можете здесь кому-то что-то подарить, отдать. Подарить подарок, к примеру, если вас куда-то приглашают раки. То есть по шестерке пентаклей такая очень хорошая карта обмена энергией, помощи. Может быть, получить помощь, принять помощь. Карта шестерка пентаклей. Двойка жезлов тоже снова. Как принять или не принять помощь, сделать или не сделать этот шаг. Рассматривайте возможности, то рассматривайте этот вариант. И карта страшный суд. Тоже как принять решение, сделать выбор. Или сделать выбор, дать кому-то встречный возможный шанс, второй, дополнительную возможность. Или не дать эту возможность. Дать кому-то совет. Или не дать этот совет, как поступить лучше. То есть есть колебания по этому поводу. Двойка жезлов, вы как будто прощупываете почву, рассматриваете эти варианты, интересуетесь тем, как лучше поступить. Но не торопитесь с этим решением. Да? Это может быть что-то финансовое, как будто бы помочь кому-то, да? Король пентаклей, или вернуть кому-то деньги, вернуть кому-то долг, или не вернуть. Или пока что еще подождать, повременить. Поэтому страшный суд, как вернуть или нет, сделать или не сделать, или вернут мне деньги или не вернут. То есть какие-то размышления по поводу финансов, или что-то получится, как будто вам законное, принадлежащее вам, получить обратно, к примеру, да, или по закону, или так, как это вы заслуживаете, или не получится. То есть отдадут вам это или не отдадут. То есть такие мысли. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.